Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля, да, и как мы помним, прежде всего воскресенье, это у нас с вами обзор следующей недели, новый календарь у нас с вами на этой неделе будет, да. Ну, а, соответственно, все, что происходило на прошлой неделе, вы можете посмотреть в предыдущем выпуске, где у нас мы подводим итоги в пятницу. Вот. Но кое-какие события, безусловно, у нас будут, как часто это бывает, естественно, перекликаться с прошлой неделей, да, поэтому мы будем к ней возвращаться, некоторые моменты вспоминать, вот, и дальше, соответственно, будем прогнозировать, анализировать следующую неделю. Значит, смотрите, с чего бы я хотел начать. Ну, во-первых, я немножко корректирую свой прогноз. То есть до этого я все-таки ожидал коррекцию, которая была на порядок ниже. Сейчас я ее переношу на 81, ровно там, где мы фактически закрывали, скажем так, предыдущую неделю, да. Но если мы посмотрим на Форексе, то на данный момент это 8.50, 80.50 было, то есть ниже того курса, который был установлен непосредственно официальным у нас в пятницу. Время у нас сейчас, господа, 19.15, чтобы не было разночтений, да, снимаю я этот ролик пораньше. Вот. Ну и, собственно говоря, почему я думаю, что это будет 81, сейчас мы все это подробно разберем. Давайте начнем, значит, разбираться с того, что под каким, так сказать, знаком у нас основным пройдет непосредственно эта неделя. Как я вам, в принципе, говорил в предыдущую неделю, да, когда вот мы делали как раз обзор в пятницу там и так далее, я вам сказал, что, скорее всего, следующая неделя, она будет посвящена прежде всего данным по инфляции. Мы, конечно, в прошлую неделю как раз получали в основном данные по рынку труда, а сейчас будут после особенно принятия, как мы помним, решения ОПЕК по сокращению добычи, безусловно, самый будет фокус внимания это на данные по инфляции и рецессия, не рецессия. У нас на самом деле, господа, будет очень серьезная неделя. Тем более, что она, также я вам предупреждал, что начинается отчетный период. Его мы тоже разберем не просто так, да, то есть посмотрим, почему он так будет важен. Помимо того, что он задает определенную, скажем так, поддержку американскому рынку, да, вот если мы посмотрим на S&P 500, обратите внимание на дневки, да, мы удержали 400, это был очень важный момент на самом деле, потому что индекс на самом деле пытается вырваться и выше. И вот отчетный период, перед отчетным периодом фактически мы получили вот этот рост, да, он фактически и определит, будет ли дальнейшее укрепление по S&P 500 и вообще по американскому рынку, либо же все-таки начнется наоборот постепенная коррекция. Потому что ожидания по отчетному периоду неоднозначные, господа, и это надо учитывать. Но это поддерживает рынок. Также это несколько ослабляет индекс доллара, да, потому что все-таки перед ним, как говорится, индекс доллара расти не хочет, но индекс доллара начал восстановление. Давайте теперь посмотрим сразу, что у нас с вами было по показаниям, значит, как закрылись у нас облигации. В пятницу они выросли, то есть они практически вернулись к 4%, это двухлетки, да. Десятилетки тоже восстановили динамику вверх. И тоже поднялись практически на 3,4, да, фактически это уже есть признаки, которые могут быть и на 3,5, и в сторону 3,6. То есть пока рынок, конечно, закладывает сценарий, что ставки будут постепенно замедляться, и, возможно, даже уже там в конце года будет сокращение ставок, вот, но ситуация с изменением непосредственно объемов добычи, который сократил ОПЕК, да, оно, безусловно, вносит свои коррективы, и все это прекрасно понимают. Теперь смотрите, давайте потихонечку разбираться о том, что будет у нас на этой неделе. Но прежде я вам покажу один момент, немаловажный, который тоже я вам неоднократно говорил. Смотрите, давайте вернемся сейчас к ценам на нефть, потому что по сути это все будет, как мы уже говорили неоднократно, все это будет завязано, да. То есть цены на нефть это сейчас основа основ и для инфляции, и для ситуации с СВО. Все это я вам рассказывал. Вот обратите внимание, здесь я нарисовал такой коридор. Вот смотрите, это цены на нефть были, когда еще был декабрь там, 2021 года. Да? Вот здесь был диапазон основной торговли, а потом постепенно цены пошли потихонечку вверх. Да? Потом у нас была, собственно говоря, СВО. Цены резко взлетели, взмыли.
Но ориентир все равно, я вам всегда говорил, что ориентировочно цены 72-74 были в стандартном своем коридоре, да. И вот здесь мы теперь видим, что в принципе мы из этого коридора как раз вырвались обратно вот в эту зону. То есть постепенно цены на нефть пытаются, естественно, начать постепенное возвращение. И я вам говорил, что вот когда цены на нефть, вот это все искусственно сдерживалось, да, и то, что непосредственно американцы не выпускали эти цены, а в 78, когда вот этот был уровень с банковским кризисом, провели просто финансовую операцию, фактически, чтобы обрушить, там шортисты работали и так далее, да. Помните, я вам все это рассказывал, когда еще информации не было. А сейчас я вам покажу. Смотрите. Сокращение, так, один момент, не это, вот здесь, смотрите, значит. Неожиданное сокращение добычи ОПЕК+, было нацелено прямо на одну аудиторию – спекулянтов, делающих ставку на падение цен на нефть. По словам людей, саудиты считают, что короткие продажи должны были напомнить им о боли, которую ОПЕК+ все еще может причинить им. Тем не менее, объявление, сделанное в воскресенье, во второй половине дня в Европе, когда рынки закрыты, было выбрано для максимального воздействия, как говорят люди. Да? Это вот к тому, как они возвращали этот 78 уровень. Да? То есть саудиты четко, как я вам сказал, там и работа спекулянтов была, когда они пробивали, когда вот этот банковский кризис был, и потом, собственно говоря, пробивали. Да? Вот смотрите, про это как раз ситуация, которая непосредственно, вот смотрите, распродажа, санкционированная Конгрессом в этом году, не ударила по рынку, да, это по поводу нефти. И действия ОПЕК, вероятно, частично направлены на то, чтобы противодействовать этому. Вот о чем я вам говорил. Видите, распродажа, санкционированная Конгрессом. Здесь была абсолютно четко проведенная финансовая операция. Теперь смотрите дальше. Еще один момент, тоже немаловажный. Если сокращение производства вернет в игру 100-долларовую нефть, да, то есть это говорят о том, что если цены на нефть пойдут на 100 долларов, то что будет? Это будет означать высокую инфляцию и рост процентных ставок. То, о чем мы с вами каждый раз говорим. Да? И это, естественно, почему мы каждый раз это разбираем. Потому что, безусловно, это оказывает динамику нашего курса по доллару рублю, евро рублю, юаню рублю. Да? И, естественно, мы это, не можем не учитывать. Потому что в любом случае, безусловно, именно на этом мы и строим прогнозы потом, как, собственно говоря, будет выстраиваться курс. И дальше смотрите, что пишет. Потребители США и Белый дом могут присоединиться к коротким продавцам, в черт возьми. Да? Но это вот такая вот фраза. Смысл о чем? Что американцы, если увидят, что цены на нефть пойдут дорожать выше, да, то они, как я и говорил, опять начнут манипулировать и индексом доллара, да, то есть укрепление доллара будем видеть, и непосредственно продажи короткие будут совершать, да, то есть там будут крупные фонды и так далее, они будут продавать, а в этот момент индекс доллара будет укрепляться, например, да, потому что, смотрите, нефть, она становится уже сейчас зависима, то есть фактически как получается, за счет сокращения ее подбросили, а дальше-то она уже должна обосновывать дальнейшие цены. То есть вот это сокращение дало вынести за 78 уровень. А дальше уже нужно подтверждение. То есть нужны запасы сокращающие, спрос растущий и так далее. И вот в этой уже сфере, естественно, индекс доллара может спокойно цены на нефть давить. Я вам про это и говорил, рассказывал перед этим, да, в предыдущих роликах. Вот здесь, в этой ситуации, безусловно, они намекают на то, что они в том числе могут задействовать и непосредственно фактически просто спекулятивные действия, да. Про то, что мы, собственно говоря, тоже неоднократно вам, как говорится, я говорил, да. Теперь смотрите еще один момент. По поводу, почему мы все это смотрим с вами каждый раз, да, потому что некоторые там в комментариях у нас товарищи бывают такие, да, очень мало стало, но все равно остаются там, особенно там либерально направленные всякие и так далее. Ну, просто видно по человеку, когда он пишет, и видно, какую повестку он пытается внести. Так вот, смотрите, сейчас очень сложно торговать на рынке, сказала Ливия Галарити, да, старший аналитик Energy Aspects. Если вы трейдер, и дальше она пишет, вы разрываетесь между тем, что происходит на макроэкономическом уровне и тем, что происходит на фундаментальном уровне. Это два разных направления. То есть, смотрите, я даже написал, а где на техническом? На техническом никто не смотрит, да, смотрит на фундаментале. Почему мы изучаем каждый раз, прежде всего,
что у нас происходит, какие новости, какие события и так далее. Поэтому, когда там некоторые товарищи кричат, что доллар 30 там, к рублю, да, там, что все это неверно, все должно поменяться, политика неправильная, и вот эту всю чухню, да, господа, сразу вам говорю, лучше вообще ничего не пишите, потому что от ваших комментариев толку ноль. Они не несут ничего, ровным счетом. А люди все-таки зачастую в комментариях общаются между собой. Так вот, в общем, вот что я вам хотел сказать непосредственно по нефти, да? Почему это так важно, почему вот эти все операции были связаны между собой, о чем я вам говорил, да? Ну и смотрите, сейчас еще кое-что мы разберем, тоже в канал я это все вынес. Почему я, собственно говоря, начал про нефть, да? Потому что на этой неделе, безусловно, да, у нас будет обязательно, естественно, тем более смотрите, как это будет важно тоже, именно на этой неделе, потому что та неделя это был как раз момент сокращения и первых данных по запасам нефти, да? Но они пока еще не показывают общую динамику, то есть еще пока непонятно никому до конца, какая все-таки должна быть цена на нефть. Видите, она у нас в этом плане затормозилась в районе 84, да? Она как бы и 82 не уходит, и 84 выше не растет, то есть там 86 и так далее. Хотя мы видели, что когда попытки были, индекс доллара уже приходил в движение. То есть если мы посмотрим сейчас на индекс доллара, да, кстати, сейчас тоже интересный момент вам покажу, смотрите, это вот был прошлое, когда у нас в пятницу, да, обратите внимание, какая была аномальная свеча в индексе доллара. Было падение до 101 880, до самого минимума, да, резкий скачок до 102.30, прям четко вот по хаям вот этого, да, фактически движения. А это помним мы, да, это на новостях было. Это новости, когда вышли, на этом индекс доллара резко пошел расти. Там, по-моему, данные по рынку труда вышли. Ну, вот. А здесь непосредственно, да, у нас прям точно такое же максимальное значение выдало. А в итоге, вот он, да, в итоге у нас мы пошли в районе 102. Но на самом деле, как я уже говорил, индекс доллара постепенно начинает оживать. Вот обратите внимание, мы уходили на 101.4, да, многие там уже говорят, все, к 101, к 100 пойдем. Нет, нет, мы спокойно теперь можем разворачиваться на 102.5 и 103.5. И это, опять же, нам к вопросу, как может повести себя доллар, да. А у нас, как мы помним, господа, все гораздо еще стало сложнее, потому что у нас на прошлой неделе подключились ситуации спекуляций на российском рынке, да, то есть непосредственно на доллар-рубль, я имею в виду конкретно в российском секторе. То есть у нас получалось, доллар даже когда падал, а мы умудрились укрепиться аж вплоть до 83,5, да. То есть я вам тогда говорил, что это больше может быть вероятность каких-то спекулятивных действий, что в принципе нам это дело и доказало, да. А как бы почва к этому была, потому что мы уже с вами говорили, что рубль ослабляет искусственно, то есть количество валюты продаваемой Центробанк сократил. Силуанов сказал о том, что, соответственно, все это нормальные процессы, что валюта приходит, валюта уходит, восстанавливается импорт там, и так далее, спрос на валюту растет, поэтому вот как бы за счет того, что мы сейчас получим более высокий курс, то, соответственно, экспортеры, когда будут продавать выручку, больше принесут этой выручки и автоматически как бы скорректируют этот курс. Да? Мы все это помним с вами. И вот этот процесс, он тоже теперь как бы стал вмешиваться. То есть раньше мы его как бы понимали, что он особо сильного воздействия не окажет. Да? Помните, мы с вами ждали тогда еще, когда это вот здесь было, там в феврале, да? Ждали все, как там Центробанк, какой он там покажет свой, как говорится, как он называется, бюджетное правило, да? То есть бюджетное правило, как оно будет выявлено, каким образом, какой диапазон будет установлен и так далее. После этого мы увидели, что бюджетное правило в принципе действовало в рамках фактически все-таки ослабления рубля, да, и потом мы помним, и ставку не подняли, и дальше этот процесс продолжался, и потом мы уже стали полностью с вами говорить о том, что да, там российские данные будут выходить, но особо оно какого-то сильного влияния не окажет. Более того, мы с вами видели тогда картину, что
как бы, когда доллар вообще не рос, а падал, да, индекс доллара, в этот момент все равно рубль не то, что не укреплялся, а он еще и умудрялся ослабевать. Мы с вами это помним тоже, да? Вот. И вот непосредственно эта ситуация, она как бы вносит еще дополнительные коррективы. То есть вот эту неделю я как бы почему еще очень как бы сейчас жду, потому что она фактически, для меня по курсам установит определенный диапазон наконец, то есть пол и потолок, да, то есть диапазона. Непосредственно я ждал, когда покажут потолок. Потолок нам показали в районе 83 там, с половиной, да. Но мы уже с вами тогда смотрели даже, да, что там по сектору было 83 должно было быть. И вот, собственно говоря, мы его четко достигли и не пробили. Помните, я вам показывал это. Вот. И здесь ситуация, соответственно, произошла определенной коррекции, но обратите внимание, скорректировались мы все равно не глубоко, 81. То есть я в пятницу как раз в телеграм-канале со своими подписчиками этот вопрос мы обсуждали, что, обратите внимание, это важный момент на самом деле, который я считаю как бы нужно действительно довольно пристально рассмотреть. Значит, смотрите, у нас же как получилось? Да, здесь, скорее всего, однозначно прошли интервенции, да, Центробанка, я вам об этом говорил. И как бы Центробанк четко себя продемонстрировал, что выше какого диапазона он не пускает, да. Но эта картина, естественно, может поменяться, потому что Центробанк сам понимает прекрасно, что какое-то конкретное значение они демонстрировать не должны, иначе этим будут пользоваться, да, те же спекулянты и так далее. Но вопрос-то в чем? Когда его оттуда сбрасывали, да, то есть когда вот мы достигли там 83,5, мы же не скатились куда-нибудь на 80, там, да, там 79,5 куда-нибудь. Нет. Мы скатились ровно на 81. То есть, если мы посмотрим по диапазону, смотрите, это ровно, вот прям, вот это по Форексу мы смотрим, да, это нижняя граница 80-50, да, а это середина этого диапазона, 81. Вот здесь. То есть, фактически, мы просто скорректировались. А это говорит о том, что мы, естественно, можем пойти опять на укрепление. Да, мы понимаем прекрасно, что там уже там выше 83 нас могут не пустить. Но 81,5, 82, вот этот диапазон спокойно может быть. Легко. Так вот, теперь давайте смотреть, что у нас, собственно говоря, может произойти на этой неделе, такого тем более важного, который на самом деле может очень действительно сильно повлиять на продолжение укрепления доллара. Почему я сейчас выставил вот в прогнозе 81? Я его выставляю не как максимальное значение. Я допускаю, что там, возможно, даже будет коррекция. Может быть, там на 80-50. Вот как мы на Форексе видели, да, 80-50. Не исключаю, что, может быть, даже до 80 дотянут, да. Но возврат будет все равно, я считаю, около 81. И объясню почему. Смотрите. На этой неделе, господа, вот первые 2 дня, они будут подготавливаться к самому основному, в среду. Вот самый основной день – это среда. Почему? Объясню. Значит, смотрите, что у нас будет с вами в понедельник. Во-первых, сразу оговорюсь, там будет заседание МВФ, но оно будет практически на всей неделе. Это тоже говорит о многом. Это говорит о том, как, собственно говоря, Запад вместе с Европой готовятся к вот этой ситуации с резким ростом цен на нефть и возможного резкого повышения инфляции. Хотя инфляция, скорее всего, резко, естественно, вырасти не сможет, потому что это все-таки есть определенный лаг по времени, да. Она же тоже постепенно, только на той неделе сократилась добыча, да. А до этого-то при этом как бы длительное время были при низких ценах на нефть, да. Поэтому, естественно, здесь последняя статистика сразу это не покажет. Но определенные признаки дать может. Вот смотрите. Первое, у нас будет заседание МВФ, это будет в понедельник. Понедельник будет очень разряженный день, там по большому счету будут еще всякие праздники многих еще государств продолжаться. Ну и, соответственно, рынок будет такой более-менее вялый, скажем так, да. Заседание МВФ. Дальше. Аукцион по размещению 3- и 6-месячных казначейских векселей. Здесь тоже сразу сделал оговорку, потому что на самом деле аукционы будут практически на всей неделе, там в некоторые дни, не обязательно и каждый день. Но я просто не стал это выносить, потому что и так достаточно много информации. Но они будут. И как я уже вам говорил, это тоже будет иметь значение, потому что если, соответственно, аукционы будут проходить плохо, да,
то есть, соответственно, спрос будет на госдолг падать американский, естественно, доходность будет сразу их расти, а при этой ситуации, безусловно, будет крепнуть доллар, да? Ну и, соответственно, мы будем видеть укрепление по непосредственно доллара против рубля и, соответственно, остальных валют. Дальше смотрите, речь члена ФРС Уильямса. Вот там, на этих комментариях, много чего может произойти. Потому что сейчас все комментарии ФРС, я вам уже об этом говорил неоднократно, они имеют сейчас огромное значение. И любые комментарии сразу рынок рассматривает, прислушивается, думает о том, что как там будет вопросы со ставкой. И вот в преддверии этого, собственно говоря, ожидания поставки, да, тем более, когда ОПЕК там сократил добычу и так далее, все очень напряженно ждут. Но обратите внимание, американский рынок у нас при этом растет. То есть я вам, помните, говорил, что как бы отчетный период, он как подушка, как демпфер, который поддерживает, и на этом рынок растет. Вот оно сейчас, собственно говоря, и происходит, да. Там, конечно, сейчас начнутся все эти процессы, рецессия, не рецессия, но поверьте мне, когда есть вот непосредственно отчетный период, в этой ситуации рынок более устойчив. Он даже многие комментарии может в какой-то момент глубоко корректироваться и тут же восстанавливаться. Потому что все ждут отчеты. А вот с отчетами, господа, сейчас тоже будет определенный момент. Значит, смотрите, сейчас мы дойдем до отчетов, когда они уже начнутся, да, я вам скажу. Значит, смотрите, дальше у нас наступает вторник. Индекс потребительских цен в Китае. Это важный момент, насколько вы помните, кто давно за нами следит, кто, как говорится, первый раз смотрит. Поясняю, индекс потребительских цен — это данные по инфляции, которые, соответственно, в Китае, а фактически они показывают опережающую инфляцию, которая, естественно, может перейти и потом и в Европу, и в США, и так далее, со всеми вытекающими отсюда, как говорится, последствиями. Дальше смотрите, краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA. Это очень важно, от EIA, вот так они. Это американская контора, да, она непосредственно занимается тем, что она создает всевозможные словесные интервенции по поводу ожиданий на рынке энергоносителей. То есть непосредственно нефти, газа и прочее, да. И как раз то, что они говорят, очень часто, естественно, тоже отражается на потом динамике цен на нефть, газ и прочее, да. То есть, если они там будут видеть, что спрос снижается, рецессионные какие-нибудь ожидания, замедление экономик, в связи с этим, типа, спрос будет падать, это может привести сразу к тому, что цены на нефть начнут опускаться, да, и газ там и так далее. Если они будут говорить, что наоборот, спрос там может еще больше расти, его там недооценили, Китай хорошо восстанавливается, там 5-10, наоборот, тогда, соответственно, цены на нефть вверх пойдут. Но, как мы понимаем, американцы в этом не заинтересованы, поэтому я заранее скажу, что там опять начнется разговор о том, как все плохо, о том, что спрос плохой, что все плохо, хранилища будут заполнять, но медленно и так далее. Кстати, смотрите, возвращаясь к этому моменту, помните, я вам говорил, что как только саудиты нанесут вот этот удар, да, ну вообще ОПЕК+, то будет сразу ответочка. Помните, я вам говорил, как могут сделать американцы, ответить на это? Они могут там сократить резко, типа, не сократить, а свои запасы распечатать, да, то есть увеличить предложение. Они могут там сразу ввести экспортные пошлины, да, то есть типа увеличить, не давать вообще, либо запретить вообще экспорт из своей страны, да, то есть типа заполнять свои хранилища. И тем самым показывать, что они высокие, и, соответственно, при этом это говорить о том, что спрос падает, да. И еще вариант, господа, это, конечно, придумать других новых, кто, так сказать, приносит тоже цены непосредственно, запасы на нефть приносит, да, ну то есть поставляет новые объемы, которые выпали за счет ОПЕКа, да. И вот смотрите, сейчас я вам покажу. Вот здесь прям была, смотрите. Так, вот здесь прям написано. Сокращение добычи нефти Саудовской Аравии натолкнулось на поток альтернативных поставок. Это ровно то, о чем я вам и говорил. Там началась Нигерия, еще там что-то, там кучу всяких стран, я уже сейчас всех вспоминать не буду, которые типа сразу же стали поставлять нефть взамен, так сказать, выпадающих объемов ОПЕК. Это опять к вопросу вот этой всей манипуляции
для того, чтобы эти цены сдерживать, да. И вот этот вот как раз институт, вот эта контора, она будет нам вот это все рассказывать. Про то, как там все плохо, что не надо ждать, цены должны падать и так далее. Дальше смотрите, речь члена ФРСника Харкера будет, да, тоже. Он нам будет опять рассказывать по поводу ставок, по поводу того, что они там ожидают с инфляцией, какая она будет, ожидают рецессию, не рецессию, все вот эту вот всю ерунду. И она, естественно, также будет отражаться на непосредственно курсе, да. Но там просто будут какие-то определенные такие небольшие движения. То есть там чуть повыше, чуть пониже. Вот, кстати, смотрите, почему я и считаю, что, собственно говоря, будет вначале вот этот коррекционный уровень. Я не беру максимальных значений, да, я вам уже сказал, что я так думаю, что пока 82, там 82,5, выше, наверное, пока не пустят, вот даже если смотреть вот здесь по коридору, да, то есть это вот 81,5, 82, я думаю так, 82,5 мы уже увидели, не пускают. Но опять же, это пока только на той было неделе, что будет дальше, может быть, это кто-то уже провел тест, и они могут еще дальше поднимать. Мы же пока не знаем, да? Мы уже говорили, что там спекулятивная составляющая. Но есть те события, господа, на этой неделе, которые все ждут. И вот поэтому, как минимум, там понедельник, вторник, мы можем встать в выжидательную динамику, никуда не дергаться, потому что спекулянты вряд ли будут рисковать. Я вам сейчас расскажу почему. Значит, смотрите дальше. Дальше у нас выходит недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти API. Помните, это как раз те самые запасы, которые переходят к среде, да? То есть они со вторника пойдут на среду, там в 23:30 они выйдут, и они будут неофициальные. А официальные будут объявлены, как вы помните, уже непосредственно в среду. Поэтому уже ночью, когда выйдут эти данные по API, мы это видели неоднократно, если запасы будут сильно падать, да, то, соответственно, нефть может пойти вверх, и автоматом заранее может пойти индекс доллара. Он это делал неоднократно, эта схема уже проработана, мы ее видели как говорится, не один раз. Поэтому, кто там торгует на Форексе и так далее, будьте готовы, непосредственно в среду, вернее, во вторник, ночью уже может начаться резкие укрепления доллара. Это происходит заранее, даже когда нефть еще не реагирует. Теперь смотрите, господа, вот теперь начинается самое интересное и по факту на самом деле самое главное. У нас наступит среда, и фактически вот это все, это будет подводка к этой среде. А среда у нас, смотрите, первое, что у нас выйдет, это базовый индекс потребительских цен в США. Вот это параметры как раз той самой инфляции. Потом индекс потребительских цен месяц к месяцу, март, да, то есть есть базовый индекс, есть индекс потребительских цен. Это два разных параметра, все они будут отслеживаться. Это все вопросы, соответственно, по будущей ставке и, соответственно, инфляции. То есть растет инфляция, не растет, нужно повышать ставки, не нужно. Вот там может быть очень сильная динамика, вот там доллар может летать конкретно. А дальше смотрите, запасы сырой нефти официальные, они уже будут подстрахованы наверняка после данного выхода неофициальных. И вот тут, господа, в начале опять заседания МВФ. И самое главное, это публикация протоколов ФРС. Вот это событие, это фактически, можно сказать, как объявление ставки. Да? То есть это те протоколы, которые говорят о том, какая планировалась ставка, когда они последний раз заседали, какие у них были, так сказать, собственно говоря, посылы того, как они видят дальнейшую денежно-кредитную политику. И вот эти протоколы все будут исключительно ждать максимально в ожидательном рейнже, что, соответственно, и приведет, естественно, и доллар, скорее всего, к какому-то ослаблению. Ну, там, конечно, динамика по нефти, она определенные, скажем так, коррективы может нести, но перед протоколами никто разгонять никого не будет. Если только начнут, как говорится, готовиться, как бы, смотрите, выйдут, потому что индекс цен потребителей в начале, да, если, например, данные по инфляции выйдут высокие, то есть инфляция пошла вверх, то тут однозначно понятно, что, соответственно, будет ужесточение политики наиболее вероятно, да, то есть повышение ставок. И, естественно, на этом индекс доллара пойдет вверх, и тут пойдет резкое укрепление. Но надо понимать, что вот эти протоколы, они составлялись еще когда ОПЕКа, собственно говоря,
не подымал, не сокращал добычу, не подымал цены на нефть. Поэтому в этой ситуации там непонятно будет, какие они в итоге, как говорится, их опубликуют. То есть будет ли там подъем на 0,25 базисных пунктов, будет ли там подъем уже на 0,50 базисных пунктов, то ли будет просто оставиться как есть. То есть тут вариаций очень много. И этого все, безусловно, ждут. И вот это будет самое главное событие на этой неделе. Вообще вот эта среда, она будет самое главное. Потому что здесь и данные по инфляции, и непосредственно протоколы ФРС. Потому что все данные по инфляции, это всего лишь, опять же, ориентиры того, что будет делать ФРС. Основной, естественно, это ФРС. На этом, естественно, рынок наш, вернее, не наш, а рынок американский, может тоже брать какую-то паузу. Здесь тоже может происходить непосредственно ситуация, связанная по нефти. Она тоже может в этот момент начинать постепенно там корректироваться, ждать, например, на более по низких границах. Но это будет все связано обязательно с запасами. Но, как правило, показывает практика, когда выходят запасы, а впереди, например, решение по кредитной политике, да, то есть, например, либо сама ставка, либо протоколы, то, естественно, нефть, как правило, не растет. Потому что все ждут, если ставка, соответственно, будет, как говорится, повышаться, вероятность рецессии, и нефть, соответственно, начнет в этот момент падать. Это, и при том, как я уже сказал вам, что именно после того, как уже отыграли вот это вот сокращение, да, то она сейчас будет к этому очень чувствительна. Поэтому все это прекрасно понимают. И с большой вероятностью, что протоколы будут, скорее всего, даже, возможно, более жесткие. Надо смотреть на эти данные по инфляции. Но американский рынок в преддверии, как говорится, отчетов, да, он тоже может определенную коррекцию получить. Может быть, даже там в район там, 4,20 уйдет, но вряд ли ниже. Потому что, еще раз говорю, непосредственно отчеты впереди. И они пока никаким образом не завалят рынок по той простой причине, потому что рецессию они будут оценивать непосредственно, а риски именно рецессии, прежде всего, боятся в ставках. Рецессию будут оценивать прежде всего по данным, которые будут выдаваться в отчетном периоде. Теперь смотрите дальше, господа. Наступает у нас четверг. Там объем экспорта и объем импорта из Китая. Ну, это можно отнести прежде всего, как, скажем так, показателям, которые также покажут, насколько у Китая восстанавливается экономика, да, то есть чисто такие данные, которые существенно, они сильно ничего особо не поменяют. Торговый баланс фактически они показывают, да, вот, но смысл в том, что это будет определенный, скажем так, дополнительный намек на то, что насколько восстанавливается экономика и насколько там импорт или экспорт, наоборот, что все-таки перевешивает, да. Дальше, ежемесячный отчет ОПЕК, вот, это будет важно. Но тоже не настолько уже важно после того, как было заседание ОПЕК, которое все сократило, да. Но на этом тоже все равно определенная информация по ожиданиям, какие там будут спросы и так далее, они, безусловно, будут приниматься во внимание. Дальше смотрите, базовый индекс цен производителей в США. Это тоже важно, потому что это фактически опережающая уже дальше статистика по инфляции. То есть здесь мы получим реальную, да, статистику. Вообще я вам хочу сказать, что в последнее время по всем календарям американской статистики по экономике просто стало огромное количество. Они раньше столько не отслеживали. Сейчас они просто отслеживают все, потому что, видимо, все-таки вот эти признаки рецессии, не рецессии, боязни инфляции и так далее, они сейчас за этим всем следят просто. И смотрите, ситуация какая. Соответственно, вот это, грубо говоря, факт, да, то, что уже у потребителя. А это то, что ожидается на следующих там неделях, месяцах и прочее, да. Соответственно, как только они покажут вот эти отчеты непосредственно базовый индекс цен производителей, это даст понять, насколько динамика инфляции разгоняется или замедляется и так далее, да. Дальше смотрите, число первичных заявок на получение пособия по безработице. Это опять к рынку труда, это тоже будет иметь значение, но уже не так все это важно будет, потому что самое главное, это будет публикация протоколов. Протоколы уже скажут все, чего ждать. А это уже так, ориентиры на то, что оно либо поспособствует этим протоколам, либо, возможно, внесет какие-то коррективы этих протоколов.
Дальше смотрите, индекс цен производителей, также, да, месяц к месяцу, PPI, это опять же к вопросу, соответственно, опережающих данных, да. И опять заседание МВФ. Опять они будут решать, соберут всю эту статистику и будут сидеть, думать, как же нам опустить цены на нефть, как же нам сдержать инфляцию, станки у нас печатают, что же нам делать, как нам быть. Вот. Ну и чем, соответственно, всех напугать для того, чтобы там достать очередную дубинку рецессии, там пандемии и прочее, да. Дальше смотрите, дальше наступает у нас пятница. А вот пятница, господа, будет первый день отчетного периода. То есть там выйдет очень много статистики. Сейчас я вам тоже расскажу, как это связано. Я вам сказал сразу, что мы к этому придем позже. Значит, смотрите, ежемесячный отчет МА США. Это опять к вопросу о том, что по поводу энергоносителей. Да? Дальше, базовый индекс розничных продаж в США. Объем розничных продаж, то есть базовый индекс, потом объем розничных продаж. Это все к вопросу потребления, насколько, собственно говоря, все это дело, всю эту инфляцию потребитель берет. То есть они оценивают, насколько все вот эти вот их денежно-кредитные политики, которые методы, да, меры, вот эти все повышения ставок и так далее, насколько они не задавили окончательно людей, насколько они окончательно не задушили производство, насколько они окончательно не убили бизнес. Вот они, собственно говоря, это все дело будут оценивать. Поэтому они все это дело за этим следят. Дальше выступление Уоллера, СФРС, да, это, соответственно, как я уже сказал, любые комментарии любого ФРСника, они, безусловно, приводят к тому, что, соответственно, на это будет какая-то реакция, да. И объем промышленного производства, смотрите, да, год к году. Индекс ожидания потребителей от Мичиганского университета, это как раз вопрос опять инфляции, не инфляции, потребления. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, насколько потребители готовы и хотят тратить, да, за эти деньги, при том, что инфляция растет. И ожидание инфляции от Мичиганского университета, насколько люди ждут, собственно говоря, подорожания цен, да. Вот получается такая у нас, господа, после этого пятница. Но в пятницу начинается как раз сезон отчетностей. И в пятницу первые отчитываются банки, господа. И почему это важно? А потому что, смотрите. На прошлой неделе данные Федеральной резервной системы показали, что еще 65 миллиардов долларов депозитов покинули банковскую систему США. Алекс Танци из Bloomberg отмечает, большая часть этого снижения пришлась на крупные банки. В каждую из предыдущих 2 недель некоторые 120 миллиардов утекло из мелких банков, в то время как некоторые 126 миллиардов долларов покинуло общую банковскую систему в течение недели, закончившейся 22 марта. О чем это нам, господа, говорит? Банковский кризис, помните, да? Банковский кризис, который, соответственно, опять рецессия, не рецессия. Вот он наш индекс КБВ, который фактически пока в рейнже находится, да? Вот, собственно говоря, отчеты и покажут, а как, собственно, чувствует себя все эти крупные банковский сектор. Одно дело там мелкие, средние банки, а другое дело крупняк, да? Вот они, собственно говоря, покажут, есть банковский кризис, нет. Как мы видим, депозиты сокращаются, люди бабки уносят. Все-таки риск все-таки у людей, как говорится, все равно остается. Вот. И это, безусловно, покажет, опять же, насколько вероятность того, что не могут ли раздуть опять картину банковского кризиса. Вот поэтому мы будем следить за этими отчетами банков прежде всего в начальном периоде. Компании уже будут отчитываться потом. И я считаю, что вот эти банки как раз зададут тот тон, который фактически покажет, что будет происходить дальше. Если уже у банков начнутся проблемы, то там уже хороших отчетов точно можно будет тоже, скорее всего, не ждать, потому что на самом деле мы видим уже и сокращение рабочей силы и так далее. Сейчас все это, безусловно, определенной рецессионной, скажем так, тематика отдает. Ну, вот, собственно говоря, господа, вот такая у нас получается неделя. Еще раз говорю, что все от понедельника до вторника двигается именно к среде, где будет именно публикация протоколов, и это будет основа из основ. Исходя из этого, по прогнозам, как я уже сказал, доллар-рубль от 81 до 82. Все выбросы 82,5, там 83, я не знаю, что там могут еще попытаться нарисовать, может быть и 84, там, да, это все временно. В любом случае, скорее всего, почему я ставлю непосредственно 81, пока мы закрепим, скорее всего, 81-82. Вот в таком диапазоне. Цены на нефть, потому что пока устойчивые.
мы видим, что по поводу данных по инфляции в России, там тоже ситуация пока сдержана, инфляция не разгоняется, ВВП растет, в общем, ну, восстанавливается, по крайней мере, да, поэтому, как бы, в любом случае, ну, на укрепление рубля ничего не говорит, да, но ситуация может поменяться, поэтому мы это тоже должны момент учитывать, плюс укрепление доллара, оно будет укрепляться против всех, другое дело, что МВФ, естественно, паровозом все это дело зацепит и ЕЦБ. Значит, смотрите, теперь по евро, здесь ситуация немножко у нас другая, да, так как все-таки и против него может быть укрепление, здесь, скорее всего, будет вот этот диапазон, 89, 90, вот до 90 по максимуму, да, 95,5 и вот как он здесь стоит примерно, но я думаю, что это все-таки будет 89 до 90, вот так вот в этом диапазоне. Я пока не верю в более высокие как бы выходы, но еще раз, из-за того, что все-таки протоколы и так далее, да, эта ситуация может поменяться быстро. Но в моментах первой недели, да, то есть непосредственно понедельник, вторник, скорее всего будет ожидание. Поэтому я не думаю, что спекулянты перед протоколами начнут настолько пытаться разгонять валюту. Хотя еще раз также напоминаю, что может быть это был и тест, который потом, как говорится, закамуфлировали и рассказали о том, что там на самом деле... Помните, да, почему произошло, объяснение, почему это произошло, да? Потому что непосредственно вышел бюджет наш в профицит. И вот поэтому сразу произошел этот откат. Но это как бы фундаментальная часть. А насколько там в этот момент были интервенции и так далее, мы как бы об этом не знаем, да? Поэтому на самом деле я думаю, что тоже здесь будет также по юаню, например, в районе от 11 800, да, 830 даже там, и до, соответственно, 11,90-12. Но 12 не будет, нет, вот 11,80 скорее всего. 11,80. В моментах, да, могут выскакивать и в район 12. Но еще раз, на данной неделе очень много всего происходит, что я бы хотя бы там 1-2 дня сейчас еще понаблюдал на самом деле. Потому что, смотрите, это только первая свеча, которая фактически показала действие Центробанка, да. То есть я бы на самом деле сейчас даже вот какие-то прогнозы, кроме того, что именно коррекционные уровни, то есть вот по доллару это непосредственно 81, по евро это в районе... это доллар тоже. По евро это где-то в районе 88,5, наверное, да? Ой, 80, да, 88,5, да, вот здесь. То есть вот здесь откат произошел, на самом деле, я думаю, это все-таки 88,5, да? А по юаню это все-таки в районе 11,80, вот я так думаю. Что здесь вот в этих границах занять и ожидать. Вот это больше вероятный вариант. А также мы помним, да, что сейчас время только 8, но попозже там уже Форекс начнет вовсю торговать, и там могут быть уже вот эти броски, да, могут вначале скинуть на докуп, а потом, собственно говоря, уже начать разгонять. Поэтому это тоже момент надо учитывать. Я, короче, хочу сказать так, что вот, допустим, понедельник, вторник я бы еще посмотрел поведение по валютам, и тогда бы уже делал какой-то определенный прогноз. Пока я только ориентируюсь на уровень коррекции. На максимум вообще не беру, потому что, еще раз говорю, очень много и спекулятивной составляющей, и фактически пока нет определенности. Мы знаем, что фундаментально, как это произошло и так далее. Но определенности пока нет. И даже технически здесь всего лишь только одна свеча, да. Мы только получили одну свечу коррекции после вот этого постоянного роста. Поэтому, господа, я спешить не буду. Я вам более, как бы, скажем так, более точный прогноз, да, дам непосредственно уже как минимум после понедельника, когда появится вторая свеча, и уже будет тогда понятно, собственно говоря, где мы в итоге после установки потолка диапазона, да, где мы найдем пол этого диапазона. Вот именно этот момент. Понятно, что это будет не дно, но оно будет на порядок ниже. Но пол, который, по крайней мере, даст возможность понять, где мы, в каком диапазоне установимся, это уже будет большое дело. На этом, господа, также напоминаю вам, что те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, но и финансовым рынком, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций, как видите, даже выходные, все абсолютно свежее, новое, все только самое главное непосредственно здесь всегда присутствует.
Также напоминаю, что, естественно, будем снимать каждый день. Как вы убедились, каждое событие имеет огромное значение и, соответственно, приводит к определенным сильным изменениям в курсе валют. И также надо, естественно, вспомнить, да, что они у нас плавающие, поэтому на них оказывает влияние каждый божий день. Вот. Но общий тренд можно вычислить, когда ты понимаешь, что как взаимосвязано и как работает между собой. Вот. Также напоминаю, что, соответственно, в пятницу будем подводить итоги всей недели, а в воскресенье непосредственно уже будет обзор следующей недели, также будет у нас календарь, и также будем подробно разбирать. А потом каждый день будем смотреть, как же это поменялось, как же это отразилось и так далее. Да? Вот. Ну и также напоминаю, те, кто хочет поддержать канал, ссылка в описании, там прям конкретно поддержка, помощь, вот, так что при желании, пожалуйста, можете поддерживать. На этом, господа, заканчиваю, следите за нами и будьте в курсе.